Доброе всем адекватным людям. С вами в эфире Каморка Папы Карла. Сейчас мы исправим то, что какие ошибки у нас были в прошлый раз. Поэтому сразу камера 360 градусов управляется или зажав левой кнопкой мыши на экране или на самом проигрывателе на видео и вращается во все стороны. Или вот эти вот клавиши в латинице А, В, Д, С, по-моему, там влево, вправо, вверх, вниз. Или же в левом верхнем углу на видео есть такое колесико со стрелочками. Ну, естественно, на какую стрелочку нажимаете, туда оно и вертится все. Так, что-то у меня там скрипит. Надо будет приехать посмотреть. Мешает. Так, ребят, еще сегодня еще один такой очередной формат. Меня не видно. Я камеру поставил наверх, чтобы что на меня-то смотреть. Ну, не понравится, скажете, я в следующий раз в салон поставлю. А так хоть немножко город посмотрите, покрутите. Ну, там его немного будет. Если вдруг вот этот вот формат зайдет и можно будет о чем-то там поговорить, пообщаться, ну, нужно вопросы. И тогда я бы проехал через целый город, потому что сегодня поедем через туннель. Так что 10 минут будет туннелей. Вот, а чё это? Я так понимаю, видео зашло, ну, для адекватных людей. Я старался, научился. Ну сначала давайте еще раз представлю, а то были там невнимательные, которых отвлекали. Зовут меня Константин, по национальности я русский. Вот, гражданство у меня одно из стран Евросоюза. Помогаю или распространяю, или популяризирую канал Владимира Очакова, так как он мне зашел. Я спросил разрешение на репост его видео. Ну, разрешение получил. Поэтому с какими-то там авторскими правами и со всеми этими делами вопрос решен. Если у кого-то вызывает сомнение, но это уже как бы не мое кино. Поэтому у меня все честно в этом плане. Все деньги, которые будут заработаны таким образом, пойдут на помощь Украине и вооруженным силам Украины. Это вообще даже не обсуждается. Вот. Никто ничего не должен посылать, не донатить, ничего. Мы заработаем таким образом, чтобы это никому не приносило никаких-то там финансовых проблем и так далее. Поэтому сразу это все озвучу, чтобы было понятно. Никто ничего не должен донатить. Все. Точка. Вот. Следующий момент. Неадекватных там, ну, времени особо на комментарии нет. Там когда-никогда я там добавлю ну, что увижу, прочитаю, отвечу. И в основном, ну так, которые там, вот, когда открываю в тот момент, которые сверху, там приношу извинения там с одним человечком, у меня такое недоразумение вышло. Я без всякой агрессии, без всего. Получилось так, что он написал, что надо что-то в названии исправить, а не написал что. Потом мне выскакивает уже оно выскакивает следующее сообщение. Очаков, хотелось бы Очаков, а не Очаков. Я не прочитал, что не Очаков, там ошибка.
Ну, а я и отвечаю просто, ну, зайди на канал и посмотри, какие проблемы. Он воспринял это агрессию, как агрессию, потому что там нет этой, ну, вот как, цепочки сообщений. Я не понимаю, к чему оно привязано, я не помню, кто писал, чего. А потом уже, аж вечером, когда там раскрылись все, ну, тогда ветка вся раскрылась, и тогда уже до меня дошло. Поэтому, да, а перевод был, когда русский с английским, я переводил вместе, и оно получалось в английском, сделало ошибку. Вот, все, одну букву поменяло, и смысл, естественно, поменялся. Вот, поэтому никакой агрессии и в мыслях не было, просто агрессия направлена немножко в другую сторону. Вот, следующий, ну вот это слово паразит, ничего не сделаешь. Вот и это. Будем избавляться, если будет получаться. Но оратор из меня, сами понимаете, я занимаюсь совсем другими делами. Вот, и пока вот это вот еду, вот время есть. А так, конечно, его не сильно много. Но есть. Вот, следующий момент. Что хотел-то? Ага, неадекватов. Вот это ж я про этот начал, про сообщения, все про комментарии, ну все там, вот, удаляю вот эти вот всякие там левые с матом, там кривые какие-то непонятно с оскорблениями. Все, до свидания. Или общайтесь, или идите лесом. Ага, у нас тут этот переделали, у нас убрали, здесь была эта полоса для этого, для автобусов, ее убрали, потому что вот здесь вот можно было заехать в эту полосу. Ну ладно, так, мы же о помощи, это как его, о помощи ВСУ и Украине. Ну, я это тренировался, я так думаю, научился без акцента говорить пароль. Поляныця. Я думаю, у меня получается. Или даже получилось, и меня теперь примут за своего. Поляныця. Вот, ну вот позитивные нотки должны быть, ребята. Вот в этих видео вот в такого формата, они у меня всегда выходили под как это правильно сказать, из цикла, да, там, или вот из серии так называемые посиделки за рулем. Вот. И вот это уже будет там какая-то 55-я или 6-я или 8-я, не помню. И вот если все эти, кому интересно, ну это ж такое мое там повествование, ну не это как его, ну не заслуживает там каких-то особых, я не там этот, не Варламов, не Дудь и так далее, да, я так работяга, который работает руками, а по пути на работу иногда языком чешет. Но тем не менее, вот. Поэтому я там и рассказывал, и как я переехал, и почему я переехал, и какие заработки, и какая еда, и какая коммуналка. Ну, очень много всего я там рассказал. Поэтому я могу в понедельник и пятницу, если будут какие-то вопросы, какую-то тему развития, обсудить, рассказать, вот, то я могу по 2 серии записывать, потому что у меня как получается, я сейчас еду на одну работу, в 3 часа заканчиваю, и потом переезжаю еще на одну, там, на небольшой отрезок времени, на 2 часа всего лишь. Ух, нифига себе, куда мы летим. Вот, поэтому 2-ю серию я мог бы даже записать уже через город. Ну, поеду сегодня так же само через туннель, тут близко, все. А если будет интересно, чтобы вот город посмотреть, то можно записать и через город. Вот. Поэтому вот так. Ну, это к тому, к моему повествованию. Если там какие-то темы, какие-то вопросы, то можно развить, потому что самому вот, ну, без сценария режиссуры, ну, как-то их это, выдавать на гора, ну, не тот этот, как ее, не то у меня направление. Да что ж такое, я лечу, блин, надо круиз-контроль поставить, потому что получим это письмо счастья. Ну, а вот, в связи с последними событиями, вот то, что все происходит. Да, еще, ребят, я ролики публикую
с каким-то интервалом, да, какой-то там год, 8 месяцев, 6, ну как какой найду, такой, на мой взгляд, интересный, и репосту делаю его, там, перепубликую, или как правильно назвать. И поэтому очень интересно смотреть, вот, как велся разговор, там, 5, 8, 10 месяцев назад, год, и к чему мы пришли, да. Вот я вот вспоминаю, когда эта вся катавасия начиналась, как президент Украины стоял и просил, или как бы говорил, что нужно сделать, отключить от Свифта это, Россию, да? То есть на фоне сегодняшних санкций это, как бы, казалось бы, такая пыль, да, это вообще, когда сейчас дали F-16, кучу другого вооружения, когда Черноморский флот загнали непонятно куда, когда Курская область, 480 квадратных километров освобождено, а 500 квадратных километров в серой зоне, вводится туда комендатура сейчас. Ну, на фоне всего этого, да, вот, конечно, SWIFT и это, ну вот, все вот возвращается. Война возвращается туда, откуда она пришла. Нравится, не нравится, как говорил недоимператор, терпи, моя красавица. Ну вот, теперь те люди, которые то ли были равнодушны, то ли это приветствовали, то ли, я не знаю, там как были накручены, а пожинают или начинают чувствовать то, что Украина чувствует 2,5 года. И есть такая вот, как знаете, вот эта пословица, да, от тюрьмы и от сумы. Так вот, обалденная вещь. Обалденная вещь. Понятно, она не совсем к этому, но нельзя зарекаться от того, что тебя это там когда-то не коснется. Коснется еще. Как, блин. Да. Кто там когда-то думал в Курске, да, или в Белгороде, вот такая, ну, вся ситуация такая, Белгород прессовали, а бабах, Курск только, и все, блин. А вчера видео вышло в Воронеж, по-моему. Или под Воронежем где-то укрытие привезли, блин. Мужик там едет и офигевший, говорит, ну вот вы не верили, что война придет, ну вот она пришла, блин. Вот вам, пожалуйста. Поэтому вот в этом плане, блин, что меня это не коснется, да, или как там, вот это вот, политика меня не касается, а в какой лагерь едем, да, меня политика не касается. Вот вам, пожалуйста. Я не злой человек, я не там какой-то противный или там жаждущий кому-то какой-то месть или нет, абсолютно. Но знаете, что на себе заметил? У меня к россиянам нет жалости. От слова совсем. Вообще, вот просто это. А еще что было, вот, когда вот это все завертелось, да, я не делил вообще там на хороших, на плохих. Для меня были все они одинаковые. Россияне, я имею в виду. Вот. Со временем, это знаете, как вот этих вот 10 там ступеней вот этого анонимного алкоголика, там, да, знакомство, там, отречение, там, непонимание, принятие и так далее. Так и вот здесь было. Простой пример. У меня товарищ есть хороший. И у него жена русская, россиянка и русская. Вот. Адекватная, все, понятно, все. У меня просто стоял блок. Вот, нет и все, блин. Вот, нет и все. Я понимал, что, да, что вот она такая, все это. Ну вот русская россиянка, все, у меня был блок. Через время это прошло. Ну, это какой-то психологический, не знаю чего. Это бы вот Яшин рассказал, он через это прошел тоже. А прошел он еще через это круче. Ну, он бы вам рассказал. Вот. Поэтому вот такая вот история была у меня, и с этим пониманием. Вот. Ой. Такая ситуация, вернее, была. Тут немножко отвлекся тут. Вот.
Поэтому, вот, ребят, как-то так вот. Я к тому, что вот я... Ага, мысль потерял. Не потерял. Что у меня вообще нет ни сожаления, ни... Ну, вообще никаких. Вот вы заслужили то, что вы хотели. Вы сами этого хотели. А если сейчас вот начали демонстрировать вот эти... Скажите, я скажу... Вот эти вот видео, когда 2 года назад через Курск шли машины с флагами, да, в Украину, и там все это махали, поздравляли, хлопали, танцевали, плясали. Но вот теперь вы теперь это все понимаете. А вот этот цирк у меня там в этом же, в зоопарке под названием «Одноклассники», он-то продолжается. После того, как там ввели чрезвычайную ситуацию федерального масштаба, вы знаете, что мне они ответили? Они ответили: это хорошо, это развитие региона, это помощь, это дотации, это... Я не могу понять, это как? Человек выехал из своего дома в пункт временного размещения, так называемый ПВР, да? Он что, он хочет, он просто рад, он, ну, на 10-м небе от этого. Это просто трэш. Это просто трэш. Вот это вот аргументы у них, да? Вот. А канал есть «Пепел Белгород». Он публикует своих, по-моему, белгородцев. Да, именно только белгородцев, погибших в это. И вот там сейчас, по-моему, вот вышел 850 они нашли, или 849. Что-то такое. Вот. Ну вот. А одна из особ там верещала, что ей мы пошли освобождать, спасать русскоязычных, и нам земли мало. Ну вот я ей задаю вопросы, я говорю: ты там спасала, а тут на своих как бы плюешь? Тебе, то есть, неинтересно, вот сейчас комендатуру там уже украинская, флаги украинские висят. Как ты к этому относишься? Ты идешь туда спасать? Кого вы можете где-то спасать, если вы себя защитить не можете? Есть еще такая, тоже вот в этом плане очень интересная тоже пословица, поговорка: прежде чем помогать кому-то, помоги себе. Вот когда ты будешь достойный, там как он называется, не образовавшийся, а это слово, проблемы с языком, самодостаточный, поняли, да, но я просто не могу слово подобрать. Вот, тогда уже можно кому-то... самореализовавшийся, вот. Или реализовавшийся, вот. И тогда ты уже можешь кому-то чего-то там помогать, и когда уже будет не в ущерб тебе. А что ты помогаешь? Что вы помогать пошли, когда вы, с ваших слов помогать, когда вы себя защитить не можете, блин? Это как? Это как? Понятно. В Украине война, там все, там жесть. Они защищаются, спасаются как могут. А у вас-то что, блин? У вас теперь... Вы возмущались когда-то, что там ввели АТО, а теперь вы ввели КТО. Ничего не напоминает? Какие-то параллели провести мозгов не хватает? Но судя по тем пациентам, я их по-другому не называю, пациенты, которые попадаются у Владимира, там какие-то, основная масса, да, есть адекватные, которых он блюрит, все понятно. Но там чего-то, какие-то параллели, там не знаю, что такое параллель, наверное, как ее провести. Такое мнение создается. И поэтому вот отсюда вот что, блин. Видели сейчас вот там 2 ролика, 2 там истерички показали. Администрация убежала первая, Путин помоги, телевидение врет. Я так понимаю, сейчас информация проскочила, что в Курскую область было выделено 12 миллиардов, а потом еще 3 миллиарда на оборонные все. И там же кто-то ездил и принял, что все работает, все красиво, туда-сюда. Получается, ничего там не работает, все скоммуниздили. Вот. А теперь жители говорят: а нахрена мы вас будем защищать? И вы все украли. Приезжайте, защищайте, да? Нехило так. Мне понравилось вот это вот. Все. То есть до народа начинает доходить, блин, что все украли еще до вас.
Не, ребята, я не злорадствую. Я не понимаю, вот этот мой смех, это просто не то, что я радуюсь этой ситуации. Я просто хочу сказать таким образом, или как сказать, да, что наконец-то до вас начинает доходить. Жаль, что на таком продолжительном отрезке времени, жаль, что столько людей должно было погибнуть, чтобы до вас хоть что-то дошло. И я так понимаю, до вас это дошло, когда оно коснулось лично вас. А перед этим или до этого, ну, это, да, бесполезно было объяснять. Ну, ничего. И таким образом дошло, да? Ну, вот, я так понимаю, на этом все не остановится. Вот, цели нам не озвучивают. Вот, ну, вот если бы мы сами могли так проанализировать и предположить, да? Естественно, Украине эта земля не нужна. Вот. Значит, она для чего-то это сделала. Есть несколько вариантов. Оттянуть силы откуда-то, но это не факт, потому что могут какие-то резервы из тыла подтянуть, если есть. Да, мы этих деталей не знаем, но вот такой вариант есть. А второй вариант — отвлечь внимание, чтобы где-то что-то чего-то. Но это опять же навязывается на первое, чтобы оттянуть где-то и там это, и, ну, атаковать. Или атаковать вообще не там, где какие-то боевые линии соприкосновения есть, а где-то вообще непонятно где, и, например, тот же Крым и мост и так далее. Вот. Ну и один из немаловажных — это психологический фактор, это паника, это вот хаос в рядах противника. Вот как один из таких вариантов. Потому что если вот создать такой вот очаг напряжения, тыл, обеспечение, все это, на это нужно очень большие ресурсы. Очень большие, и, возможно, их лучше было бы использовать где-то. Но, я так понимаю, те люди, которые это там делают, они знают, что они делают. А мы им только пожелаем успеха. Вот. Так, вот у нас подешевела еще солярка. В прошлый раз была 36,60, что ли. Ну, 36 с чем-то. Ну, на немножко оно подешевело. Вот. Поэтому такие мысли по этому поводу. Вот. Про F-16 молчат. Говорят, там вот прошла информация, что поразили Хаймарс. Ну, второй подтвержденный, второй завод 2,5 года. Ну, это вообще ничего за такой промежуток времени. А если посмотреть этот размен, Черноморский флот и 2 Хаймарса, так, то вообще не о чем говорить, да? Ну, это понятно, к этому были готовы. И так же самое когда-то и Патриот попадут. Ну, будем надеяться, что нет. Но это ж от этого никто... Это боевые действия. Тут это надо понимать. И главное, что... говорят, что обслуживающий персонал, экипаж остался цел. Ну, тут так. Надо это воспринимать, как могут нас успокаивать, могут нет. Ну, вот ситуация такая, поэтому я всегда за объективность, а не за какие-то там вбросы. Вот. Так, ну вот такой вот небольшая, короткая серия. Вот. На полчасика. Поэтому для развития этих, ну вот, тему надо находить, чтобы что-то освещать. А так, как же говорю, ну, вот, помощь бы, конечно, хотелось бы с вашей стороны. Но если это кому интересно, это я не настаиваю, то это вопросы задавайте. И такой вот диалог у меня будет, у вас будет в устной форме, а у меня в такой вот
вещательной. Ну, может, что-то из этого получится. И даже если кому-то одному это там зайдет и будет интересно послушать мои умозаключения, ну, то это... Значит, было не зря. Ну, а если такая вот крыша неинтересна, такой формат, 360, ну, поставлю туда в 360 в салон. Ну, я просто хотел попробовать, если может кому-то слушать и покрутить город, посмотреть, то вот, пожалуйста. Но, правда, через туннель я могу поехать и именно через это. Ну, это надо договориться, если хотите. Или захотите. Автобус мы всегда пускаем. Автобус зарабатывает деньги, везет людей. Ну, мы все зарабатываем деньги, но они как в пробку попадают, а потом у нас называется это топор. Ну, как бы над тобой висит топор, да? Там опоздание 3-5 минут. Ну, а пенсионерам скучно, они жалобы пишут. Поэтому я всегда автобусы и такси я всегда пускаю. Но это чуть не поблагодарил. А обычно это, ну, это такой один раз из 100. А вот видите, это дядьку заинтересовало, да? Не знаю, пока мне показалось. Бывает, люди голову выкручивают, что это там стоит на крыше. Так, ну вот. Тоже вот это вот, видите, тоже поблагодарил. Но это тут традиция. Неважно, кто идет, не это. Ну и я тоже, когда иду, тоже благодарю. Ну и так вот у нас тут так заведено. И машины, когда, ну, авто какое-то, или машину, или автобус, там что, пустишь, вот, тоже моргнут всегда этим, как его, ну, этим, аварийкой. Ну, это что-то дядька не соизволил. Ну, я без обиды, я ж не делал для того, чтобы он меня благодарил. Вот. Ну, вот если мы так немножко вот отвлеклись, то, в общем, культура на дорогах, или культура движения, или как-то правильно назвать, в общем, вот здесь на высшем уровне. Я просто не знаю, что можно там где-то кому-то сказать. Стоишь на главной и пропускаешь со второстепенной, не наоборот. В пробке или что, тебя всегда пустят, чтобы ты заехал какой-то со второстепенной. И так же самое, когда две в одну сходятся, тоже основная масса стоит по этой стороне, которая главная, а вторая, которая вклинивается, тоже едет, тоже пустят. Понятно, что идеала нету, что не, ну прям не вот все такое, это нет. Но основная масса вот супер. Вот видите, и вот второй, да, вот буквально это, и тоже махнул рукой. Ну вот так вот. Так что, ребята и девчата, все время всего доброго и до скорых встреч.